Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesty Games. И сегодня у нас на обзоре средний китайский танк, проходная прокачиваемая ветка 8 левела Т-34-2. Да, Т-34, только 2 и китайский. По сути, техника СССР подобное, да, сами видите, и количество катков, как они устроены, корпус, башня, вот. Совместная разработка с СССР в свое время, скорее всего. Предлагаю уже начать этот обзор с бронирования Т-34-2, погнали. Итак, Collision модель Т-34-2, ну и давайте смотреть. НЛД у нас приведенки 65 картон, ВЛД, вот здесь уже интереснее, 100 мм бронеплита, а внизу 161, вверху 174. Если рамбануть, уже 200 с лишним, то есть как принимать, смотря снаряд будете. Как для ВЛД среднего танка 8 левела, это очень даже себе приличная броня. В первую очередь анти-СТ, а если довернуть, это уже анти-ТТ. Что касаемо башни, маска орудия внизу 300. 204 вот здесь вот краевые, но это даже я случайно даже попал, скорее всего, в точку. 365, здесь 342, вот, кругляк вокруг ствола 300, касаемо маски имба, касаемо самой башни, это сферическая башня, соответственно, как у всех совков. Самая ослабленная зона вот здесь, 209. Там 192 даже. И здесь 189. То есть вот ближе к маске вот эти углы. Все остальное 216, 223, 400, 210, 240, 225, 300. По маске вопросов нет. Маска очень крепкая. Вот если вот в эти пятачки ему только стрелять, да, пробивать будете. Там с бронепробитием там 220 плюс, да. Вот сюда можно и меньше 200, но это надо выцеливать, и это очень маленькие места. Лючки 120 мм и 120, приведенки 154, здесь приведенки те же 120. Вот, этот лючок маленький, в него очень тяжело забрасывать, этот попроще. Боковое бронирование 45, и только не перекручивая корпус за счет рикошета, сами видите, какая броня здесь маленькая, да, там всего лишь приведенки сотка, за счет рикошета иногда, если это необходимо, можно потанковать от борта. Но как только перекрутите, вас начинает просто рвать. Все зеленое. Вот. Еще раз, крепкая достаточно ВЛД. Очень крепкая башня. Ослабленная только вот, по сути, зона рядом со стволом и лючок. Вот такое бронирование. Так, бронирование изучили. Давайте смотреть основные модули. Нам предлагается просто сумасшедшее количество пушек. Вот на этих первых двух пушках я вам вообще не рекомендую играть на этом танке. В первую очередь из-за настойки 126 на основном снаряде бронепробития, здесь 144. Ребята, заходите на этот танк с свободным опытом. Вам надо садиться хотя бы вот на эту пушку 7 левела, где у вас хотя бы уже 175 и даже альфа 250. Дальше у нас есть вот такая топовое орудие, которое просто вне ветки идет и которое по ветке идет на ВЗ-120. Отличается вот эта веточка, отдельное ответвление, у нас больше альфой и большим пробитием на основном и на голдовом снаряде. Вот. Но заряжается орудие 12 секунд. 12, да. Точность 0,43, что для среднего танка очень некомфортно, и долго сведением почти 3 секунды. Я реально рекомендую и сам играю на этом танке все-таки на этой пушке. Да, очень все долго, но именно эта пушка и отличает, по сути, это Т-34-2. Вы поймите, хорошая альфа, хорошее бронепробитие. Понятно, что вот это быстрее заряжается, но здесь вот бронепробитие прям существенно меньше. На этой гораздо комфортнее играть. Каждый выстрел практически всегда гарантирует бронепробитие. Да, точность не лучше, сведения нет, но я все-таки рекомендую на этой машине играть здесь. Либо можете, конечно, вот на этом орудии. На ваш вкус и цвет. По поводу башни. Различия у нас здесь все-таки есть. Плюс 10 к броне, быстрее круть с топовой башни, плюс 10 метров к обзору. Обязательно качайте топовую рацию, 750 дальность против
плюс 150 пригодится, вы все-таки средний танк. Вот, по поводу топового двигателя, 500 против 580, там плюс где-то 13-15% подвижности топовый двигатель вам все равно прибавит. Ну и подвижность на месте 46 градусов в секунду против 44 плюс 2 градуса в секунду. И, кстати, без топовой ходовой вы не поставите топовое орудие. Поэтому в любом случае, если хотите катать на топовом орудии, вам придется выкачивать. Здесь нужно качать легкосплавные узлы крепления, настройку рычагов. Хотя на топовые пушки можно на самом деле качнуть лучше, наверное, даже плавающий прицел. Но кто любит стрелять в движение, тогда настройка рычагов подвески. Вот, здесь лучше качать антибликовую маскировку фар, все-таки средний танк. И здесь мы берем разведку. Почему разведку? Потому что на этой машине я катаюсь с просветленной оптикой. Лично я. И вам рекомендую все же средний танк. Как раз вот по оборудованию мы подошли. И у нас во втором слоте стоит просветленка. В первый слот, дающий дополнительный буст на подвижность, однозначно турбину. Ну и досул. Здесь все. Других вариаций, как по мне, на эту машину нету. Хотелось бы на этот дрын 122 мм поставить стаб. Но без всех остальных я этот танк не вижу. А стаб здесь, по-моему, да, ставится. Можно поставить, но не. Хотелось бы стаб поставить. А вместо чего стаб? Ну, если только вместо просветленки можете поставить стаб. По снарядам основной у нас ББХ. Летит 800, минимальная комфортная скорость полета. Голда у нас кумулятивный снаряд. И летит невероятно медленно. 640 метров в секунду. Вот голда здесь. Некомфортная скорость полета снаряда. Вот, ремка, аптечка, снаряжение, да, желательно автоматический огнетушитель, совок, грубо говоря, также этот китаец, хоть и не совок, часто горит, но я поставил доп. Паёк, чтобы уж максимально раскачать возможности этого танка. 4 члена экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот, по плюсам-минусам машины. УВНов у нас нету, и это жирные минусы, что касаемо пушки, медленная голда, УВНов нету. Сводится достаточно долго пушка, и точность тоже отсутствует. Такой танк ближнего боя, то есть едете на направление средних танков и там в упор начинаете. У нас есть броня, вы помните, в ЛД и в башне, вы можете себе это позволить. Дальше, по подвижности танчик good, хороший, по незаметности у меня перк незаметности не вкачан вовсе, но где-то процентов 30 точно можно раскачать. Вот, по обзору 472 метра с просветленкой very best. По количеству хп здесь тоже все хорошо. Мы без закалки, у нас 1400 хп, что достаточно много. Предлагаю уже отправиться в бой, посмотрим, как Т-34-2 играется в современных боях. Погнали. Так, я попал в Берлин, Т-34-2, средний танк Китая, проходная прокачиваемая ветка. Так, сейчас мы его потестим. Естественно, едем налево, там где дерутся ПТ САУ и средние танки. Попали к девяткам. Я сразу зарядил голду по причине того, что девяточки. Будем агрессивно играть. Надо поджимать. Подвижность у нас очень хорошая. Прям очень хорошая. Ждем, так сказать, врагов. Что-то сюда никто не едет. Поджались мы в самое пекло по этому краю, но никого не видно.
Пока постоим. О, едут. Ага. 59-ка. Чар-футурчик. Ага. Красавчик. Голда. Скорпион. Мерзость мелкая, а? Мимо. Давай, выйдь. Мы тебе сейчас сделаем боба. Вот. Будет знать, как нас обижать. Все, походу он передумал. Блин, пушка не гнется. Вот что нету, так это УВН. Нахер пошел. Мы до тебя доберемся. Мангак, как Скорпион меня расфармил вообще, а? Проджетка стоит. Мы своих подождем. Подъедут парни. На тунчиках. Едем дальше. Надо голду подрядить. Так. Ясно.
Выйдем, сейчас купим. Так, что у нас победа, да? Подсветили. Эх, господа, победа по захвату. Наши захватили таки базу. Хотелось постреляться, но... Что хочу сказать по первым ощущениям этой машины. Что мы вообще там настреляли-то? Долго сводится орудие, ну и понятно. Так, особую награду дали. Спасибо. Долго сводится орудие. Долго. 4 место мы по урону заняли в бою против девяток, да. Крепкая у нас башня, но Скорпион в корпус. Я так понимаю, в корпус. У нас маленький этот Скорпион просто фармил нещадно. Явно он нам не в башню стрелял. В принципе, если удается играть от башни, это хороший средний танк. С хорошей, кстати, подвижностью. Сочная альфа. Это вот те критерии, которые можно на этом танке выделить. Неплохое бронепробитие, естественно. Вот, хороший обзор, да, мы же смотрели, да, 4,72 метра с просветленкой. В принципе, хорошо сбалансированная машина, которая, ну, оставляет после игры на этом танке только положительные впечатления. По 5-бальной системе твердую 4 этой машинки можно ставить, поэтому, да, комфортная машина, комфортный танк, ветки прохождения средних танков китайских, поэтому good. Ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии под видео, на каком вы оборудовании катаете, как вам в целом Т-34-2, как по мне, в принципе, годнота. Ставьте лукусы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.